На этот раз мы займемся моддингом фонарей при помощи эпоксидки. Сотня кристаллов, умная начинка и в итоге полностью рабочий прототип, который сделан по приколу. Приятного просмотра. Чтобы еще такого сделать, чтобы и эпоксидка, и машина, и что-то новенькое. Сань! Ау! Давай тачку толкнем! Окей. Фонари. Андрюха, давай фары эпоксидкой зальем. Сань, у тебя одна эпоксидка в голове. Жениться тебе надо. Какие фары? Ты еще мотор эпоксидки залей. В итоге демонтированные фары выглядят вот так. Они двусоставные, то есть на каждую сторону приходится по две половинки, одна из которых располагается в крышке багажника, а вторая непосредственно в крыле. Забегая вперед, скажу, что это нам значительно усложнило жизнь. В итоге основные левые части фонарей, которые приклеены на герметик, Андрей кладет в специальный шкаф, в котором можно хорошенько нагреть деталь. Там все просто. 3 инфракрасные лампы, которые часто используются для того, чтобы греть цыплят. Оставляем на 30 минут и ждем, пока герметик прогреется до 70-80 градусов. В отличие от первой основной части фонаря, которая сейчас греется в шкафу, вторую мелкую часть японские инженеры почему-то решили приклеивать намертво. Не знаю, чем они руководствовались, но в любой непонятной ситуации мы берем в руки болгарку, в нашем случае вот такую детскую болгарку, и располовиниваем фонари. Хотя, забегая вперед, скажу, что это было лишнее, и мы все переиграли пару раз. Так чаще всего и происходит, поскольку большинство наших проектов делаются впервой и в единственном экземпляре. В процессе мы часто меняем концепт и что-то добавляем. Поэтому снятые кадры не всегда соответствуют логике и здравому смыслу. Такая вот работа. После того, как шкарлупа в виде рассеивателя срезана, двигаемся дальше. К тому времени фонари нагрелись до необходимой температуры и можно заниматься ими. В первую очередь отщелкиваем фиксаторы. Благо пластик разогрет, он гибкий и податливый. А затем оперативно стягиваем рассеиватель, пока герметик не схватился по новой. В итоге мы имеем 4 располовиненных корпуса. Следующим этапом нам надо получить контур верхней облицовки, поскольку изначально форма и габариты фонарей четко подогнаны к кузову машины. И для того, чтобы не выводить внешний контур и толщину кромки, просто вырезаем рамку и в дальнейшем приклеим ее к фонарю. Делается это при помощи дремеля. И я вам скажу, что работа эта не из приятных, поскольку пластик нагревается, сворачивается в сгустки, и эти раскаленные сгустки летят во все стороны, в том числе и в лицо. Для меня это не было новостью, а вот для Сани оказалось неожиданностью. Но я не мог заняться этим лично, поскольку у меня были более важные дела. В общем, каждый занимался своим делом, но, как вы видите, мне повезло больше, поскольку моя задача заключалась в сборке хитрого механизма сейфа. Это U-Gears. Я всегда с удовольствием рассказываю о них, потому что лично собрал не один такой конструктор, и у меня потихоньку собирается неплохая коллекция. Но даже собрав не один конструктор от U-Gears, я не перестаю удивляться. Вы только посмотрите на все эти подвижные механизмы. Даже не верится, что все это собрано и работает без всякого клея и исключительно из дерева. Каждая модель, а их, к слову, около 80 штук, 100% подарит вам уйму положительных эмоций, а приятный запах дерева невольно переносит нас в детство. Так что вот вам отличный вариант подарка. Благодаря широкому выбору вы без проблем сможете подобрать модель на любой вкус, возраст и пол. В общем, уверяю вас, что конструктор от U-Gears не оставит равнодушным никого. Именно сейчас у вас есть возможность сделать заказ с огромной скидкой по моему промокоду. Ссылки оставляю в описании, а мы продолжаем. Тем временем сейф еще не собран, а рамки практически готовы. И выглядят они вот так. Остается немного довести их и подогнать, но уже по месту.
Для того, чтобы разместить всю необходимую начинку, в фонарях при помощи фрезы удаляем все перегородки, для того, чтобы в дальнейшем сделать свободную планировку. После того, как мы освободили максимум места в фонарях, нужно сделать площадки, на которых и разместятся кристаллы и светодиоды. Тут мы решили не придумывать велосипед и взяли остатки рассеивателя, поскольку от них нам понадобились только рамки, которые мы вырезали ранее. И эти остатки решают все наши вопросы. Во-первых, пластик жесткий и полностью повторяет изогнутую форму фары, поскольку это и была фара. Тут все просто. Подгоняем ее под форму фонаря, попутно подрезая все лишнее. Итак, у нас есть весь необходимый конструктор, и собирать мы его будем при помощи двухкомпонентной автомобильной шпатлевки. В итоге пластик отражателя вставлен в фонарь и по периметру промазывается шпатлевкой. По сути, он и находится на своем штатном месте, как по заводу, только на 3-4 см ниже. В этом и есть наша задумка. Вторые мелкие фары делаются по такому же принципу, но тут мы обошлись тонким пластиком, поскольку площадка ровная, а обрабатывать этот материал в разы проще и быстрее, чем толстый жесткий отражатель. Следующим этапом по-грубому шлифуем шпатлевку и перед финальным нанесением крепим заранее вырезанную рамку, для того чтобы точно понимать габариты. Эту рамку мы также крепим на шпатлю. Сперва ставим пару точек и прикладываем бывший отражатель на свое штатное бывшее место. В итоге мы имеем фонарь, который по габаритам точь-в-точь соответствует заводскому исполнению. А вот начинкой мы займемся немного позже. Ну а дальше все по старой схеме. Побольше шпатлевки, пару метров наждачки, промежуточная грунтовка, и спустя 2 дня мы имеем 4 выведенные формы. Теперь их осталось покрасить и покрыть матовым лаком. А теперь самое интересное – изготовление кристаллов. Для этого берем вот такие многоразовые силиконовые формы и разводим смолу. Для меня было очень важно, чтобы кристаллы не смотрелись дешевыми пластиковыми конусами. Именно поэтому я и обратился к Ольге, Art for Start. И вот почему. Она делает эти формы, снимая слепки с настоящих природных кристаллов. То есть каждый кристалл – это точная копия натурального камня. Соответственно, они все разные и уникальные. Ее инстаграм я оставлю в описании. Если вам интересна вся эта тема, то вам явно туда. Огромное количество крутого залипательного контента. Смело рекомендую. В итоге мы сделали несколько образцов разных цветов и поняли, что максимально эффектно будет смотреться прозрачные кристаллы, слегка подкрашенные синим красителем. Все остальные варианты уже больше походили на пластик и выглядели не так презентабельно. Итак, у нас есть две составляющие из 3. Корпуса фар, которые мы сделали ранее. Кристаллы, они будут играть роль рассеивателя. Теперь осталось только их подсветить. Для этого мы заказали адресную RGB-ленту с максимально плотным расположением светодиодов. По доброй традиции, всей электроникой мы затариваемся в G4. Это такой магазин. Ссылки на все комплектующие вы найдете в описании ролика. После того, как лента нарезана на полосы нужной длины, распаиваем ее. В итоге для каждой фары мы подготовили вот такой пласт из 8 полос. В корпусе засверливаем отверстие, в которое протягиваем провода.
Следующим этапом приклеиваем полосу за полосой. Тут не особо важно, чтобы лента была идеально ровно разложена, поскольку кристаллы, которые расположатся сверху, все равно будут лежать максимально хаотично, но об этом немного позже. Всей электроникой и программой занимался Леша, и теперь пару слов, как это работает. За подсветку фары будет отвечать адресная RGB лента VS2812B. Взяли 144 светодиода на метр, чтобы была максимальная яркость. Управлять подсветкой ленты будет Arduino Nano. Это микроконтроллер, ну или по сути маленький компьютер со своей памятью, процессором. Вот. Программу пишем, соответственно, в Arduino IDE, используя стандартную библиотеку для этой адресной ленты от Fruity, NeoPixel. Программа достаточно простая, есть, я думаю, множество примеров по управлению этой ленты. Но для того, чтобы убедиться, что все будет работать, мы проверяем работу программы в эмуляторе Proteus. Здесь собирается схема и проверяется полностью алгоритм программы. Запускаем, и сразу у нас идет почти полный функционал. Габариты, точнее стоп-сигнал, фары заднего хода, поворот. Таким образом проверяем полный функционал программы. Наконец мы имеем все три элемента пазла. Соединять мы их будем при помощи эпоксидки. В нашем случае состав под названием Art Eco от Эко-ванны. Из него мы, кстати, и отливали эти кристаллы. Замешиваем немного смолы и выливаем в корпус фонаря. Этот слой будет играть роль проводника, и это важно, поскольку в дальнейшем промежутки между кристаллами мы зальем черным составом. С этими фонарями все просто и понятно, поскольку форма ровная. А вот с основными изогнутыми фонарями все значительно сложнее. Тут мы пытались использовать более густую смолу и еще всякие шаманские приемы. После того, как все кристаллы расставлены по местам и смола схватилась, мы замешиваем литьевой пластик, подкрашиваем его черным красителем и заполняем все промежутки между кристаллами. В итоге скрывается большинство ленты и проводки, и картинка становится более приятной. Вот наглядный пример до и после черного пластика. У многих, наверное, возникнут вопросы по поводу практичности и адекватности этого мероприятия. Да, на данном этапе и в этом исполнении это малопригодная технология для повседневного применения. Это всего лишь прототип, который нам просто захотелось сделать. Такие прототипы делаются для того, чтобы понять, как это будет выглядеть. По-хорошему, в дальнейшем из этого можно сделать практичную рабочую модель, снять слепок с композиции кристаллов и отлить в последующем целым куском, и сделать основание матовым, для того, чтобы не были видны светодиоды через кристаллы. Также сделать толковый светодиодный модуль с пассивным охлаждением, который можно будет заменить в случае чего. Ну и, конечно, поставить защитное стекло, которое прикроет кристаллы, и они будут в чистоте и порядке. Все это несложно и можно сделать после того, как будет протестирован этот прототип, и если нам понравится результат. Такие переделки принято называть моддингом, и это наш первый опыт. Если вам интересна эта тема, то у нас есть еще куча идей в этом направлении. Мы уже как-то делали стол-реку, потом двери-реку, а как насчет фар-рек? В общем, если это направление вам интересно и ролик соберет хорошие просмотры, то в самое ближайшее время мы сделаем очередной моддинг. Ну а лучший способ помочь в распространении этого ролика, так это поделиться им где угодно. Также длинный коммент, лайк и подписка отлично помогут продвижению. Спасибо и добра от топора.